Обычай украшать дом на праздники ветками и вообще разнообразными цветами, лозами, плодами и прочим природным мусором тянется, можно смело предположить, от пещеры мамонтов. Но специфический обычай тащить в дом целое хвойное дерево, а потом развешивать на нем блестящие предметы и свечки, можно отследить только до эпохи Возрождения и до стран Центральной Европы, а именно Германии, Эстонии и Ливонии. Откуда рождественская елка, преимущественно с многочисленными немецкими принцессами, повыходившими замуж за всех коронованных особ Европы, и распространилась по миру. Но давайте углубимся к мамонтам. Самое раннее точно датированное изображение рождественской ели находится на замковом камне частного дома в Турнхайме в Эльзасе. Тогда это была часть Священной Римской империи, а сейчас это часть Франции. И оно датировано 1576 годом, конец XVI века. То есть это сравнительно новый обычай. Однако смелые исследователи протягивают генеалогию елки куда дальше вглубь веков. К языческим поклонениям священным деревьям в целом и специфически вечно зеленым деревьям в странах с суровыми зимами. Да и в странах с не очень суровыми зимами, вечно зелеными ветвями дома на зимние праздники украшали. Катул пишет, что в дни Сатурналей дом украшали ветвями лавра и кипариса. В Польше с далеко не христианских времен в дни зимнего солнцестояния к стропилам подвешивали вверх ногами ветку пихты, ели или сосны. Называется подважничка. И ветку украшали яблоками, орехами, желудями и звездами из соломы. И это только один хорошо сохранившийся древний обычай отгонять беды и страшных духов зимы бодрыми вечно зелеными ветвями. Полагаю, что символизм очевиден, так что не будем размазывать манную кашу по чистому столу, как говорил Беня Крик. И попробуем понять, каким образом христианство, а точнее протестантское христианство, оказалось наследником и развивателем этой совершенно языческой традиции. В житии святого Бонифация, крестившего язычников-германцев, рассказывается, как он, при бурном негодовании толпы, срубил священный дуб Донара, или дуб Тора, из древесины которого построил первую церковь. А на месте дуба потом выросло вечно зеленое дерево, треугольная форма которого напоминала людям о Троице и указывала на небеса. Так вот, история об уничтожении дуба Бонифацием восходит к его житию VIII века. Но добавление про выросшую на его месте ель очень позднее, чуть ли не XIX. Ни о каких елках как символов Рождества и Троицы ранние христиане и не думали. Современные рождественские елки связывают с райским древом из средневековых мистерий, то есть публичных представлений на библейские сюжеты, которые разыгрывались 24 декабря по святцам в день Адама и Евы. В декорациях этих постановок использовалось бутафорское дерево, украшенное яблоками, символизирующими плоды древа познания добра и зла. Ветви его делали из хвойных веток, а дефицитные в середине зимы яблоки в какой-то момент заменили шарами, то есть стеклянные шарики, которые вы вешаете на елку. Это заменители яблок, доведших Еву до беды. Богатые гильдии эпохи Возрождения на Рождество устанавливали в своих гильдейских залах целые ели, украшенные сладостями, которыми могли полакомиться подмастерья и дети. А кое-где большую украшенную елку устанавливали прямо посреди городской площади, и все выходили и плясали вокруг нее. Это была очень протестантская традиция, возникшая в пику католическому обычаю устанавливать рождественские вертепы, кукольную сценку, изображающую рождение Иисуса. Ранние принципиальные протестанты
считали такое буквальное изображение евангельских сцен идолопоклонством. И они заменили вертепы абстрактным и символическим вечно зеленым деревом, похожим силуэтом на собор, как замечал еще Булат Акуджава. По некоторым рассказам, Мартин Лютер первым установил на ель зажженные свечки. Это наверняка легенда, но сам факт ее возникновения отчетливо привязывает рождественскую елку к протестантизму. Постепенно и в богатых домах, и на городских площадях перед главным собором начали находить место и тому, и другому, и елки, и яслям с фигурками. В литературных источниках елка появляется лишь к концу XVIII века. Одним из первых ее упоминает Гёте в 1774 году. В воскресенье перед Рождеством он вечером пошел к Лотте и застал ее одну. Она приводила в порядок игрушки, которые приготовила к празднику своим младшим братьям и сестрам. Он заговорил о том, как обрадуются малыши, и припомнил те времена, когда неожиданно распахнутые двери и зрелище нарядной елки с восковыми свечами, сластями и яблоками приводило его в невыразимый восторг. Это воспоминание молодого Вертера очень похоже на сцену из «Щелкунчика». И «Щелкунчик», сказка, а не балет, окажет огромное влияние на распространение елки за пределы германских земель на тот момент Священной Римской империи. А в XVIII веке, скажем, в России про елку никто еще не знает, кроме оседлых там немцев. Петр I попытался было указом 1700 года внедрить в империи обычай украшать ворота домов ветвями древ сосновых, еловых и можжевеловых. Но единственными, кто подчинился царскому указу, стали владельцы кабаков. Однако основной задачей того Петровского указа было перенесение празднования Нового года с 1 сентября на 1 января и введение летоисчисления от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как это было раньше. Елку на Рождество Россия получит вместе со всей Европой только в XIX веке. Во время Венского конгресса 1814 года, того самого вальсирующего конгресса, где устанавливались новые границы стран Европы после падения Наполеона, блистательная Фанни фон Арнштейн, покровительница Бетховена, хозяйка одного из первых интеллектуальных салонов и по рождению берлинка, впервые познакомила европейскую аристократию с рождественской елкой, обычаем своего родного города. Сама Фанни, кстати, была еврейкой, иудейкой, но она происходила из исключительно богатой и влиятельной и очень светской космополитичной семьи. Фанни была законодательницей мод, инфлюенсером XIX века. И по ее примеру герцогини и принцессы всей Европы начинают устраивать елочки для своих детей. В Дании первая засвидетельствованная рождественская елка была устроена еще раньше, в 1808 году графиней Вильгельминой Гольштенборгской. Именно пожилая графиня рассказала историю рождественской елки писателю Хансу Кристиану Андерсену. Он опубликовал сказку под заглавием «Ель». Замечательную, очень современно звучащую сказку о маленькой елочке, которая все ждет чего-то лучшего и не ценит все, что хорошее, что происходит с ней сейчас. Прямо актуальная притча о необходимости замедляться и жить в настоящем. В британской королевской семье елку ставили давно, благодаря королеве Шарлотте, жене Георга III, родившейся в Германии. Принцесса Виктория, ее внучка, записала в своем дневнике в канун Рождества 1832 года. Ей было 13 лет. После ужина мы прошли в гостиную, расположенную рядом со столовой. Там стояли два больших круглых стола, на которых были поставлены две елки, украшенные гирляндами и сахарными игрушками. Все подарки были разложены вокруг елок. Обратите внимание, что тогда елок в доме могло быть несколько. Это были маленькие настольные елочки, и они отмечали место, куда складывали подарки для детей.
Зачастую на елках не было специальных украшений. Все, что висело на ветках, было подарками и лакомствами, и дети оббирали елку дочисто. Молодая королева Виктория и ее, опять же, немецкий муж, принц Альберт, окончательно популяризовали этот обычай в Британии. В 1848 году газета The Illustrated London News подробно описала елки в Виндзорском замке и на обложке напечатала гравюру с рождественской елкой, окруженной королевской семьей. Через 2 года эту гравюру бессовестно передерет американский дамский журнал Godey's Lady's Book. Они сняли с королевы корону и лишили принца Альберта усов, превратив дворцовый праздник в американскую семейную сценку. К этому моменту в США елки уже были известны и популярны. Несколько городов в Соединенных Штатах, имеющих немецкие корни, претендуют на звание первого города в Америке, где была установлена рождественская елка. Но считается, что эта традиция была принесена в Америку зимой 1781 года гессенскими солдатами, дислоцированными в провинции Квебек для защиты колонии от американского нападения. То есть первая рождественская елка появилась в Канаде, а не в США. Генерал Фридрих Адольф Ридзель и его жена баронесса фон Ридзель устроили рождественскую вечеринку для офицеров в Сореле, установив ель, украшенную свечами и фруктами. И, кстати, о свечах. Рождественская елка должна сиять. И не только для декора. С самого начала лютеране усыпали елки свечами. Это символизировало Иисуса, дарующего свет миру. Восковые свечи в те времена были сравнительно дорогими, и это было не баловство, а религиозный акт. Свечки приклеивали расплавленным воском к ветке или прикрепляли булавками. Маленькие подсвечники начали появляться только в конце XIX века. Как вы можете догадаться, это была исключительно пожароопасная конструкция. Но зажженные елки тогда и не оставляли без присмотра. Зажжение ели было ритуальным действом, как зажжение свечей в церкви. Вся семья или вся община собирались вокруг, и все смотрели с восторгом и благоговением на сияющую огнями убранную елку. Несколько минут, после чего свечки аккуратно тушили. И всегда держали рядом ведро с водой или песком, на всякий пожарный случай, в прямом смысле слова. Появление электрических гирлянд в конце XIX века свело наряжание елки к бытовому и совершенно безопасному мероприятию. Но это случилось не одномоментно. Первая освещенная электричеством елочка стояла в доме Эдварда Джонсона, вице-президента компании Edison Electric Lights и соратника Эдисона. Мистер Джонсон специально заказал для себя разноцветные лампочки размером с грецкий орех. В декабре 1882 года он с гордостью выставил свою электрифицированную рождественскую елку в своем особняке в центре Манхэттена. И газеты проигнорировали эту историю, посчитав ее рекламным трюком. Однако про елку Джонсона написали в Детройте, и благодаря детройтским газетам мы вообще об этом узнали. К 1900 году предприятия и магазины начали развешивать электрические гирлянды за своими окнами и витринами. Они были еще слишком дороги для рядового обывателя. По-настоящему электрогирлянды заменят настоящие свечи на домашних елках только в 1930-х годах. К этому моменту елки окончательно перестали быть религиозными алтарями, требовавшими почитания, внимания и восторга, напоминавшими о древних огнях, боровшихся с силами зимы и тьмы, и стали частью сезонного украшения дома даже для верующих семей. И я уже молчу, что за это время случилось с елкой у неверующих. Россия заимствовала обычай ставить елку на Рождество вместе со всей Европой от германских принцесс. 24 декабря 1817 года по инициативе великой княгини Александры Федоровны
бывшей прусской принцессы Фридерики Шарлотты, первая елка была установлена в личных покоях императорской семьи в Москве. На Рождество 1828 года Александра Федоровна, к тому времени уже императрица, супруга Николая I, организовала первый праздник детской елки для 5 своих детей и еще плюс племянниц, дочерей великого князя Михаила Павловича. Однако до начала 1840-х годов повсеместный обычай ставить рождественскую елку в России не существовал. Дворцовые елки были исключением. Ни Пушкин, ни Лермонтов никогда в жизни елки не видели, бедняги. Детство на смарку, можно сказать. Сказка Гофмана «Щелкун Орехов», именно под таким названием она впервые вышла на русском языке, была опубликована в 1839 году и вызвала общий интерес к этой традиции. В начале 1840-х в газетах пишут о продаже в кондитерских прелестных немецких елок, убранных сластями, фонариками и гирляндами, как о модной новинке. В середине 40-х годов уже встречаются отдельные упоминания, что в русских домах принят обычай немецкий, украшают деревцо как только возможно лучше, цветами и лентами. И дай мне, пожалуйста, макушечку. Навешивают на ветки вызолоченные орехи. Все это освещается множеством восковых свеч, прилепленных к веткам, а иногда и разноцветными фонариками. И поначалу маленькие елки продавали уже украшенными, разнообразными сластями и игрушками. Стоили такие елки очень дорого, продавались в шикарных кондитерских, и покупать их для своих детей могли только очень зажиточные родители. Но довольно быстро петербуржцы начали соревноваться, у кого елка больше и богаче. От маленьких настольных елочек по углам гостиной перешли к одному большому дереву, которое устанавливали в центре. Продажа рождественских елок становится выгодным сезонным бизнесом финских крестьян. Вскоре публичные елки начали устраивать в зданиях дворянских, офицерских и купеческих собраний, в клубах и театрах. Но это в обеих столицах, в провинции, даже в богатых домах елку еще долго не будут ставить. К этому времени из Германии приходят и привычные нам елочные игрушки. Съедобные гостинцы не исчезли, но их потеснили. Бумажные украшения и гирлянды, вроде тех, что мы мастерили в детском саду, а также дутые стеклянные, шары, сосульки и шишки, ватой набитые ангелы и звери, картонные звезды и снежинки. Елка начинает решительно ассоциироваться с детством. Ее украшения становятся очаровательными миниатюрами, никак не связанными с религиозной символикой. Но конфеты и засахаренные орехи и фрукты на елках продолжали висеть вплоть до середины 20 века. И сейчас их иногда вешают, карамельные тросточки, например. И пока капиталистический мир лишал елку религиозных смыслов, Советский Союз запретил ее подчистую. Не сразу. Поначалу елки ставили, и в 1922 году попытались даже преобразовать Рождество Христово в Комсомольское Рождество или Комсвятки. Комсомольскую Пасху тоже проводили. Очень разумно пытались объединить традиционный праздник с ненавязчивой антирелигиозной пропагандой. Комсомольские ячейки организовывали мероприятие на Рождество, то есть 25 декабря, которое оставалось пока не рабочим днем. Читали доклады, разоблачающие экономические корни рождественских праздников, ставили политические сатиры и живые картины. На следующий день организовывались уличные шествия, на третий в клубах устраивались маскарады вокруг комсомольской елки. Однако через несколько лет комсвятки раскритиковали в центральной прессе. В апреле 1929 года 16-я партийная конференция отменила Рождество подчистую. 25 декабря стало рабочим днем, а елка, поповский обычай, была вычеркнута из жизни советских детей, чтобы не отравлять их религиозным ядом. Вместе с елкой был осужден и Дед Мороз, вошедший в праздничный ритуал за пару лет до революции. Снегурки тогда еще не было. В декабре и январе патрули из добровольцев ходили по улицам и заглядывали в окна.
проверяя, не празднует ли кто-нибудь из-под тишка. На несколько лет рождественская елка перешла на нелегальное положение. Реабилитация елки произошла благодаря одному очень неприятному человеку. Павел Постышев, большой и одиозный партийный деятель, в 1935 году обратился к Сталину с предложением вернуть детям елку, и генералиссимус его поддержал. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась небольшая заметка, которая начиналась так. В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны? Какие-то, не иначе как левые загибщики, ославили это детское развлечение как буржуазную затею. И елка вернулась вот так. За 4 дня все организовали, проявили инициативу, нашли где-то елочные украшения. Все это в рекордные сроки. Елка окончательно вернулась, но уже как новогодний, а не рождественский обычай. Главным зимним праздником страны становится Новый год. В значительной мере сконцентрированный вокруг елки и детей. Детские новогодние утренники стали называть просто елками по их центральному объекту. Украшение новогодней елки окончательно потеряло свою религиозную символику и обрело символику советскую. Семиконечную вифлеемскую звезду на макушке дерева заменили на красную пятиконечную, как на кремлевских башнях. На первых наборах елочных шаров были изображены портреты членов Политбюро. В 1937 году в СССР открылся первый специализированный завод елочных игрушек. На ветках развешивали серпы и молоты, ракеты и стратостаты, гарнистов и клоунов и героев детских книг. Но в большинстве домов мастерили много самодельных игрушек из бумаги, из шишек, даже из перегоревших лампочек. Под елкой сажали ватного Деда Мороза и абсолютную новинку, его внучку, маленькую Снегурочку. До этого Снегурочка была персонажем сказок и оперы Римского-Корсакова. Но со сведением Нового года к преимущественно детскому празднику она стала, как-то сейчас говорят, амбассадором от детства. Маленькой девочкой, помощницей Деда Мороза. В великовозрастную девицу, выручающую Деда Мороза на утренниках, она превратится гораздо позже, когда новогодние елки станут коммерциализироваться. Еще во второй половине XIX века, когда елки начали массово приходить в дома обывателей, стихийная неконтролируемая рубка деревьев в лесу стала проблемой. Да и далеко не каждый горожанин мог просто пойти сам или послать слугу в лес срубить елочку под самый корешок. Иногда до леса нужно было далеко ехать, и лесовладельцы и предприимчивые лесные жители начали привозить елки в города на продажу под Рождество. В Питер елки везли из Финляндии, в Нью-Йорк их везли поездами из лесов Новой Англии. В самом начале 20 века появилась идея специально выращивать рождественские елки на продажу. Некто У.В. МакГаллиард в 1901 году посадил около 25 тысяч саженцев норвежской ели в Нью-Джерси. Это была первая елочная ферма. Оборот у нее был около 7-10 лет. Но МакГаллиард не торопился. К середине 20 века елочные фермы стали нормой в Европе и Америке. В Советском Союзе леспромхозы выращивали елки в питомниках для восстановления лесов как часть планового лесного хозяйства, и некоторое их количество ежегодно выделялось на продажу к Новому году. Также новогодние елки были побочным продуктом плановых санитарных вырубок вашего ближайшего лесничества. Но нелегально народ, конечно, елки рубил. Не только в СССР, по всему миру. Что беспокоило начальство и привело к активному внедрению и пропаганде искусственных елок, как дешевой и экологичной замены натуральным.
Вообще-то, самые первые искусственные елки появились в Германии еще в конце XIX века. Их изготавливали из крашеных гусиных перьев, прикрепленных к проволочным веткам. В конце 1950-х в моду ненадолго вошли елочки из серебристой алюминиевой мишуры, отражавшие модернистскую эстетику середины века. Но по-настоящему индустрия современных искусственных елок расцвела в 80-е, 90-е годы благодаря появлению новых пластмасс и методов их обработки. Дебаты между партиями приверженцев искусственных и натуральных елок очень сложны и удивительным образом остро политизированы. С одной стороны, сторонники и производители искусственных елок говорят, что их елки гуманнее, не нужно каждый год губить живое дерево, они экономичные и вечные, купил один раз и хоть передавай в наследство внукам. Несмотря на то, что искусственные елки пластиковые, они значительно менее пожароопасные, чем смолой пропитанные настоящие. Современные искусственные елки плавятся от огня, но не вспыхивают факелом, как настоящие. Очень многие крупные учреждения просто не позволяют ставить внутри натуральные елки или требуют предварительной, тщательной противопожарной пропитки. Сторонники натуральных елей отвечают, что этот пластик ваш делается из невозобновимых природных ресурсов, а разлагаясь, превращается в коварный микропластик. Настоящая же елка – восполнимый ресурс. Срубили, на ее месте новую вырастили, а старую пустили на опилки для садов. Пока елка растет, она поглощает углекислый газ и выделяет кислород. А главное, она настоящая. Она пахнет смолой, детством и сказкой. Она несовершенна и этим хороша. Она из леса, а не с завода. После чего две стороны сцепляются в сложнейших расчетах, какая елка дает меньший углеродный след, то есть суммарных выбросов всякой гадости в природу. Искусственная, с ее дымящими заводами по производству пластиков, или натуральная, порождающая ежегодный транспортный хаос с огромным количеством выхлопных газов. И в этом соревновании искусственная и натуральная елка идут, вы не поверите, нос в нос. Но, разумеется, этот спор имеет смысл только если вы много лет используете одну и ту же искусственную елку. Если вы каждый год покупаете новую модную елку другого цвета и выкидываете предыдущую, вы однозначно враг природы. В идеале, конечно, следует наряжать живую елку у себя во дворе, но мало у кого есть такая возможность. Опять же, у настоящей срубленной елки, которая отдает свою жизнь во имя праздника, есть сила символизма, которой нет ни у искусственных елок, ни у живых елок в парках и дворах. То, что ель именно срубают, что ее жертвуют на праздник, имеет, если вы удосужитесь остановиться и задуматься, большой символический смысл. Новогодняя елка – это о ходе времени. Она появляется в доме во всем великолепии в начале праздников, чтобы уйти с последней памятью старого года, теряя иголки. Елка увядает на наших глазах. Одновременно год подходит к концу. Елка показывает нам необратимость хода времени. Так же, как электрические гирлянды убили религиозный трепет свечей, искусственная елка убила время. Праздник потерял ноту жертвенности. Он потерял священный настрой, потерял страх перед темнотой и холодом зимы, потерял обостренные чувства невозвратности проходящих дней. Даже то, что раньше люди могли себе позволить на Рождество или потом в советское время на Новый год приготовить определенные праздничные блюда, недоступные по разным причинам в любой другой день, даже это в значительной степени пропало. В обществе потребления праздники теряют вес. Каждый день праздник. В любой день я могу нарубить оливьешечку, съесть коробку конфет, открыть шампанское, засидеться до полуночи, зажечь гирляндочку. Это хорошо, что у нас, у всего человечества, я имею в виду, стало меньше страхов,
чем у дохристианских народов, пытавшихся у ритуального костра забыть об ужасах голодной зимы. Но неплохо было бы иногда вспоминать о смене лет, о неодолимости времени, о том, что нужно ценить каждое мгновение жизни. Скоро будет самая длинная ночь в году. Зажгите свечи, только ответственно и безопасно. Перечитайте андерсоновскую «Ель». Очень хорошая, совершенно не детская сказка. Про то, что все на свете имеет свой конец. Включая и этот рассказ. Встретимся через неделю. Всего вам доброго. Не простужайтесь. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!